Открытое письмо Народного антикризисного управления о недопустимости открытия балтийских портов для белорусского калия в обмен на транзит украинского зерна. Мы обращаемся к правительствам Литвы, Польши, Украины, США, а также к Организации Объединенных Наций и Европейской комиссии. Наше обращение мотивировано возможным возникновением продовольственного кризиса из-за действий режимов военных агрессоров Путина и Лукашенко. Прямо сейчас против Украины ведется полномасштабная агрессивная война, какой Европа не видела уже почти 80 лет. Режим Лукашенко является соагрессором в данной войне согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1974 года, и его роль в ней нельзя недооценивать. Многочисленные ракетные и авиаудары, а также военные преступления в Буче и Ирпене были бы просто невозможны без его помощи, поскольку все военные подразделения России, участвовавшие в осаде Киева, ворвались в Украину с белорусской территории. В данный момент российский флот блокирует украинские порты и препятствует отгрузке зерна. Вместе с тем и Путин, и Лукашенко в один голос угрожают миру продовольственным кризисом и утверждают, что якобы единственный практический вариант отгрузки зерна – Балтийские порты, для чего необходим железнодорожный транзит через Беларусь. Цена, которую они требуют за этот транзит – отмена санкций, включая экспорт белорусских калийных удобрений через Клайпеду. Насколько же адекватным является подобное решение проблемы, которую сами же Путин и Лукашенко и создали? Во-первых, если продовольственный кризис действительно назревает, решение должно быть максимально оперативным и масштабным. Однако расчеты показывают, что практическая пропускная способность белорусского транзита составляет не более 2 миллионов тонн в месяц. Это означает, что для транспортировки украинского зерна потребуется не менее года, без поправки на снижение пропускной способности портов, поскольку белорусский калий, по сути, будет конкурировать за перевалочные мощности с украинским зерном. Таким образом, решение задачи, на которое потребуется более года, нельзя считать оперативным. Во-вторых, украинское зерно составляет 8,5% мирового экспорта зерна, без учета той доли, которую украли российские агрессоры. Такой дефицит приведет к росту цен, но едва ли может вызвать полномасштабный мировой продовольственный кризис. Поэтому очевидно, что и вероятность кризиса, и возможности его преодоления несколько переоцениваются режимом Лукашенко с единственной целью – отмены санкций. Важно помнить, что это не первый кризис, который был им организован. Только в прошлом году он цинично организовал миграционный кризис в попытке повлиять на ЕС, полностью наплевав на жизни пострадавших от его действий мигрантов и превратив их в инструмент для достижения своей цели – отмены санкций. Поэтому сегодня его так называемую заботу о голодающих необходимо также называть тем, чем она является на самом деле – лицемерным вымогательством. Если Лукашенко хочет спасти мир от голода, он должен сделать это без каких-либо предварительных условий. Обеспечить транзит товаров из отрезанной от выхода к морю Украины, что предусмотрено международным правом. Говорить с диктаторами необходимо на понятном для них языке силы и неизбежности. Разрешение продовольственного кризиса напрямую связано с решением стратегического для Украины вопроса – разблокирования морских портов. В случае рассмотрения иных вариантов, эффективным способом разрешения продовольственного кризиса будет не поддаваться на блеф диктатора Лукашенко, а поставить ему ультиматум в виде угрозы немедленных и жестких санкций, если он попытается что-либо требовать в обмен на свободный транзит украинского зерна на согласованных коммерческих условиях.
Такие санкции могут включать, в частности, замораживание оставшихся активов Национального банка Беларуси и корреспондентских счетов всех белорусских коммерческих банков, а также полное отключение их от сети SWIFT, прекращение железнодорожного сообщения и другие. Мы также хотим подчеркнуть, что условия для возможного ослабления санкций не являются произвольными. Все они были определены белорусским обществом, закреплены в положениях закона США о демократии в Беларуси и решений ЕС, которые включают: первое – освобождение политических заключенных, всех. Второе – судебное преследование лиц, ответственных за фальсификацию выборов и беспрецедентное насилие, последовавшее за ними. И третье – проведение свободных, честных и прозрачных президентских и парламентских выборов. А вот удержание украинского зерна в заложниках не входит в список данных условий. При этом на текущий момент ни по одному из указанных условий не только нет прогресса, но по сути ситуация значительно ухудшилась. Количество политических заключенных в Беларуси превысило 1220 человек и продолжает ежедневно расти. Ответственные за насилие и пытки получили повышение вместо законного наказания. Поэтому отмена каких бы то ни было санкций, основанная исключительно на блефе диктатора, будет иметь серьезные последствия. Это лишь укрепит веру вымогателя в то, что такой метод ведения дел с миром является продуктивным. Призываем вас не допускать промедления и действовать. Мы призываем всех наших партнеров по демократическому движению, политические структуры, штабы, партии, гражданские инициативы, отдельных политиков и активистов, а также белорусские диаспоры поддержать обращение и совместно выступить против уступок режиму Лукашенко. Текстовая версия открытого письма прикреплена к данному видео. Мы не должны идти на уступки режиму и ослаблять наше давление на него.